Здравствуйте, уважаемые зрители, друзья, соотечественники. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня я обращаюсь к вам с серьезным, принципиальным и крайне актуальным заявлением и вопросом по поводу наследия Ирины Фарион. Человека, который при жизни вызывал острые споры, а после своей трагической гибели в июле 2024 года превращается некоторыми кругами в почти неприкасаемую икону лидера нации. Сначала о главном. Убийство – это всегда тяжкое преступление. Независимо от того, кем был потерпевший, каковы были его взгляды. Убийца, настоящий убийца, должен быть установлен, осужден и наказан по всей строгости закона. Это аксиома правового государства. Я как юрист это подчеркиваю с самого начала. Никакие политические или идеологические разногласия не оправдывают насильственную смерть. Однако, смерть человека не отменяет и не стирает его публичных действий, высказываний и юридических последствий этих действий. И именно об этом я сегодня, 4 мая 2026 года, хочу поговорить подробно, развернуто и без обиняков. Ирина Фарион при жизни неоднократно становилась фигурантом уголовных производств. В ноябре 2023 года СБУ открыла против нее дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Среди них статья 161 «Нарушение равноправия граждан по признакам расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений». Статья 435.1 «Оскорбление чести и достоинства военнослужащего». Другие эпизоды, связанные с разглашением данных, нарушением тайны переписки и так далее. Поводом стали ее публичные высказывания о русскоязычных военнослужащих ВСУ. Она заявляла в частности, что не может назвать их украинцами, если они общаются на русском языке. Предлагала презирать их, называла москворотами и требовала разобраться с конкретными подразделениями и командирами. Эти слова вызвали огромный резонанс в обществе, особенно среди военных, которые ежедневно рискуют жизнью на фронте. Были и другие эпизоды: публикация персональных данных, жесткие атаки на спортсменов, олимпийцев, политиков и обычных граждан за язык, позицию или происхождение. Ее риторика была предельно жесткой, поляризующей и часто переходила, по мнению многих экспертов и правоохранителей, грань допустимой критики. Дела не были доведены до финального приговора. Смерть прервала процесс. Но
это не значит, что претензии исчезли. Уголовное преследование велось именно за конкретное высказывание и действия, которые по версии следствия могли квалифицироваться как разжигание вражды и дискриминация. Сегодня, после ее гибели, значительная часть ее сторонников возводят Ирину Фарион в ранг лидера нации, совести Украины, национальной героини, а ее убийцу позиционируют как человека, застрелившего украинский язык. Многие публично заявляют о безоговорочной поддержке всех ее идей и дел, без единого исключения. Они создают культ, мемориализуют, называют улицы, требуют от общества полного принятия ее наследия как единственно верного пути. И вот здесь я, как юрист и гражданин, вынужден задать жесткий и прямой вопрос. Уважаемые сторонники Ирины Фарион, которые сегодня называют ее лидером нации и полностью принимают ее идеологическое наследие, вы идеологически заявляете, что берете на себя всю ответственность за ее дела и слова. Вы говорите, что она была права во всем, что ее подход к языковому вопросу, к идентичности, к отношению к русскоязычным гражданам и военным – это и есть истинный украинский патриотизм. Тогда давайте зафиксируем это честно, публично и юридически грамотно. Готовы ли вы лично принять на себя полную моральную, политическую и в случае необходимости юридическую ответственность за те конкретные высказывания и действия, за которые Ирина Фарион находилась под следствием СБУ? Готовы ли вы открыто заявить, что полностью разделяете и поддерживаете именно те тезисы, которые вменялись ей в рамках уголовных производств? Готовы ли повторить их публично под своим именем и отвечать за них так, как пришлось бы отвечать ей, если бы она осталась жива? Если да, сделайте это прямо здесь и сейчас. Назовите свои настоящие имена, фамилии, должности, публичные аккаунты, звания или статус. Запишите видеообращение или напишите открытый текст. Я, фамилия, имя, отчество, полностью поддерживаю все высказывания Ирины Фарион, включая те, за которые она находилась под следствием. Я считаю их правильными, необходимыми и готова нести за них такую же ответственность перед законом и обществом, как если бы эти слова были произнесены мной лично. Опубликуйте это перед всем украинским народом, без анонимности, без отговорок. Особенно важно подчеркнуть, что идеи Фарион и их
безоговорочная поддержка касаются не только отдельных оскорблений, но и системного подхода, который приводит к реальной дискриминации миллионов граждан Украины по языковому признаку. Речь идет о фактическом лишении прав на труд, образование, доступ к правосудию и другим базовым конституционным гарантиям. Сторонники Фарион, принимая на себя полную ответственность за ее наследие, должны понимать, что они поддерживают логику, в рамках которой русскоязычные граждане рассматриваются как янычары, предатели, москворотые или болота, не имеющие полного права на равенство. Это не абстрактная филология. Это прямое влияние на повседневную жизнь людей. Право на труд. Языковые квоты и требования к обязательному использованию украинского языка в сфере услуг, государственном управлении, медицине, образовании и многих частных компаниях создают барьеры для тех, кто лучше владеет русским. Люди теряют работу или возможности карьерного роста только потому, что не могут свободно и комфортно общаться на родном для них языке в профессиональной среде. Государственные служащие, учителя, врачи, работники сферы обслуживания подвергаются проверкам и штрафам, что приводит к фактической дискриминации при трудоустройстве и продвижении по службе. Многие русскоязычные специалисты вынуждены либо уезжать, либо мимикрировать, скрывая свой естественный язык общения. Право на образование. Законы о языке существенно ограничили возможность получать образование на русском. В школах и вузах русский язык практически вытеснен. Преподавание ведется преимущественно на украинском, даже для детей, для которых русский родной. Это создает дополнительные трудности в усвоении материала, снижает качество образования и приводит к тому, что русскоязычные дети и молодежь оказываются в заведомо неравных условиях. Переход на украинский в старших классах и высшем образовании лишает их права на полноценное обучение на языке, который они знают лучше всего. Это не просто перевод, это системное ущемление права на доступное и эффективное образование. Доступ к правосудию. В судебной системе русский язык также сильно ограничен. Судопроизводство ведется преимущественно на украинском, а участникам процессов, не владеющим им в совершенстве, предлагают услуги переводчика за свой счет или заставляют адаптироваться. Это усложняет защиту своих прав, понимание документов, дачу показаний и участие в процессах. Фактически, русскоязычные граждане сталкиваются с барьерами при реализации конституционного права на справедливый суд и равный доступ к правосудию. Кроме того, ограничения распространяются на культуру, СМИ, книгоиздательство, медицину и повседневные услуги. Человек может быть оштрафован за просьбу обслужить его на русском в магазине или поликлинике, что создает атмосферу давления и взаимной подозрительности в обществе. Именно такую логику разделения украинцев на настоящих и второсортных по языковому признаку активно продвигала Фарион. Ее сторонники, заявляя о полной и безоговорочной поддержке, идеологически принимают на себя ответственность и за эти последствия.
за создание условий, при которых миллионы граждан Украины ощущают себя гражданами второго сорта в собственной стране. Почему это важно? Потому что ответственность в правовом государстве индивидуальная. Нельзя прятаться за спиной мертвого человека и одновременно требовать от всего общества поклонения его реальным идеям, радикальным идеям. Нельзя создавать культ личности и при этом отказываться отвечать за содержание этого культа. Если вы не готовы повторить самые острые высказывания под своим именем и взять на себя риски, тогда ваша поддержка не искренняя. Это просто эмоциональная реакция на трагедию, удобная политическая поза или способ самоидентификации, но не настоящая идеологическая преемственность. Искренний сторонник не скрывается. Он стоит за идеями открыто, даже когда эти идеи вызывают уголовные дела, даже когда за них приходится отвечать. В условиях войны с агрессором, который использует язык как инструмент гибридного влияния, языковый вопрос в Украине особенно чувствителен. Но методы имеют значение. Разделение украинцев на настоящих и ненастоящих по языковому признаку, особенно когда речь идет о людях, которые с оружием в руках защищают страну, это не консолидация, а раскол. Это создание внутренних врагов там, где их быть не должно. Фарион часто переходила от защиты языка к личным оскорблениям, травле и требованиям репрессий. Именно это и вызывало уголовные дела. Именно за это с ней спорили не только ватники, но и многие проукраинские военные, активисты и юристы. Сегодня безоговорочные апологеты пытаются представить все так, будто любая критика Фарион – это предательство Украины. Это опасный путь. Он ведет к тому, что вместо дискуссии мы получаем табу и новую священную корову. Я обращаюсь не только к рядовым сторонникам, но и к публичным фигурам, политикам, блогерам, депутатам, журналистам, которые сейчас активно продвигают культ Фарион. Назовите имена, возьмите ответственность или признайте пределы своей поддержки. Скажите четко: я поддерживаю ее борьбу за язык, но не поддерживаю оскорбления конкретных военных. Или я поддерживаю все, включая самое радикальное высказывание, и готов за это отвечать. Третьего варианта в честной позиции быть не должно. Смерть не делает человека безгрешным. Она не отменяет оценки его деятельности. История знает много примеров, когда после смерти фигуры создавали мифы, сильно отличающиеся от реальности при жизни. Мы не должны повторять эти ошибки. Украина нуждается в единстве перед внешним врагом, нуждается в сильном государственном языке, нуждается в честной, открытой дискуссии о том, как этого достичь без ненужного внутреннего террора и взаимной ненависти. Я, Валерий Табаков, призываю всех, кто считает себя продолжателем дела Фарион, проявить мужество и искренность. Не прячьтесь за могилой. Встаньте и скажите свое слово открыто, перед всей страной, с именами и фамилиями. Если вы действительно верите в эти идеи, они выдержат публичную проверку. Если нет, не создавайте из человека икону,
за которой удобно прятаться. Это вопрос не только к вам, это вопрос к нам всем. Какое общество мы строим? Общество ответственности или общество мемориальных культов и безответственных лозунгов? Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте это видео, пишите в комментариях свои позиции. Я читаю. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч. Берегите себя и думайте головой.